Каждую ночь ты проживаешь целую жизнь, только не помнишь ее. Твой мозг не отдыхает, пока ты спишь, он работает в усиленном режиме. Сны — это не случайный шум, а послание от твоего подсознания. Ученые исследуют их уже больше 100 лет и до сих пор не разгадали все тайны. Сегодня мы разберем все, что скрывается за закрытыми глазами. Во время сна мозг проходит через несколько стадий, и самое важное называется REM. REM — это фаза быстрого движения глаз, именно в ней появляются яркие сны. В это время мозг активен почти так же, как при бодрствовании. За ночь ты проходишь от 4 до 6 таких циклов, каждый длится около 90 минут. Чем ближе к утру, тем длиннее и ярче становятся твои сны. Нейробиологи смогли записать активность мозга во время сновидений. Оказалось, что области, отвечающие за эмоции, работают во сне в 30 раз интенсивнее. Зигмунд Фрейд первым предположил, что сны — это окно в бессознательное. Его коллега Карл Юнг пошел дальше. Он считал, что сны связывают нас с коллективной памятью человечества. Современная наука подтвердила, сны помогают обрабатывать эмоции и закреплять память. Пока ты спишь, мозг сортирует воспоминания и решает, что важно сохранить. Именно поэтому после хорошего сна ты лучше помнишь то, что учил накануне. Если ты плохо спишь, твоя эмоциональная память искажается. Недостаток сна делает людей более тревожными и склонными к депрессии. Теперь ты понимаешь, почему сны — это не просто фантазия. Осознанный сон — это момент, когда ты понимаешь, что спишь прямо во сне. В таком состоянии ты можешь контролировать происходящее и менять сон по своему желанию. Это не выдумка и не фокус. Ученые зафиксировали это явление в лаборатории. Испытуемые во сне давали заранее оговоренные сигналы движением глаз. Около 55% людей хотя бы раз в жизни переживали осознанный сон. Некоторые научились входить в него намеренно, с помощью специальных техник. Одна из них – проверка реальности. Несколько раз в день спрашивай себя, не спишь ли ты? Привычка проверять реальность переносится в сон, и там ты вдруг понимаешь – это сон. Еще одна техника – mild. Перед сном повторяй «я осознаю, что буду спать». В осознанном сне можно тренировать навыки, репетировать сложные разговоры или просто летать. Спортсмены используют осознанные сны для мысленных тренировок, и это реально работает. Музыканты и художники находят в осознанных снах новые идеи и образы. Но есть и обратная сторона. Злоупотребление может нарушить качество сна, поэтому практиковать осознанные сны нужно умеренно и осознанно. Для начала просто заведи дневник снов и записывай все сразу после пробуждения. Это само по себе улучшает память на сны и готовит к осознанности. Мозг начинает обращать больше внимания на сновидения, когда знает, что ты их запоминаешь. Через несколько недель ты заметишь повторяющиеся образы. Это твои личные знаки-подсказки. Когда во сне увидишь такой знак, это сигнал, что пора осознаться. Осознанный сон — это суперспособность, которую можно развить в себе. Ночной кошмар — это сон с отрицательными эмоциями, страхом, тревогой, ужасом. Он пробуждает человека с учащенным сердцебиением и ощущением реальной угрозы. Кошмары — нормальная часть жизни. Около 85% взрослых видят их хотя бы изредка. Но если они случаются каждую ночь, это уже симптом, который нужно лечить. Хронические кошмары связаны с тревожными расстройствами, ПТСР и депрессией. Самый частый триггер — стресс. Экзамены, конфликты, рабочие проблемы. Мозг пытается переварить тяжелые эмоции через сны, и иногда это выглядит как кошмар. В таком случае кошмар — это не враг, а попытка исцеления. Существует метод переписывания снов. Днем ты меняешь финал кошмара на позитивный. Это снижает частоту кошмаров, даже у людей с ПТСР. Еще один способ — Image Rehearsal Therapy. Ты репетируешь новый финал перед сном. Специалисты по сну используют эту технику уже более 30 лет. Детские кошмары — отдельная история. Они особенно частые от 3 до 6 лет. В этом возрасте мозг активно обрабатывает новый опыт, и иногда это пугает. Важно не отмахиваться от детских страхов, а говорить о них. Взрослым тоже помогает проговаривание. Расскажи кошмар вслух или запиши его. Когда страх назван, он теряет часть своей власти над тобой. Физические практики тоже помогают. Медитация, дыхательные упражнения перед сном. Теплый напиток, темнота и тишина создают условия для спокойных снов. Помни, кошмар говорит о том, что тебе важно. Прислушайся к нему.
Люди тысячелетиями верили, что сны предсказывают будущее. В Древнем Египте существовали целые храмы для инкубации пророческих снов. Жрецы Аниракриты толковали сны фараонов как послание богов. История Иосифа из Библии – один из самых известных примеров пророческого сна. Но что говорит наука? Существуют ли действительно вещи и сны? Мозг во сне обрабатывает огромное количество информации, которую мы не замечаем наяву. Он улавливает слабые сигналы из окружающей среды и складывает их в образы. Так, предсказание может быть просто точным анализом, которого ты не осознавал. Кроме того, работает подтверждение. Мы запоминаем сбывшиеся сны и забываем остальные. Из 1000 снов за год несколько случайно совпадут с событиями. Это математика. Коренные народы Австралии верят, что сны — это путешествие во время сновидений. В некоторых традициях шаман видит сны от имени всего племени. Ученый Менделеев по легенде увидел таблицу элементов во сне. Пол Маккартни услышал мелодию «Yesterday» в сновидении. Такие примеры подтверждают, мозг во сне способен находить решения, недоступные наяву. Это называется инсайт – внезапное понимание, которое приходит в измененном состоянии сознания. Поэтому, если тебя мучает нерешенная проблема, подумай о ней перед сном. Дай мозгу задание и посмотри, что он принесет утром. Запиши решение в дневник сразу после пробуждения, иначе оно исчезнет. Твое подсознание умнее, чем ты думаешь. Повторяющийся сон – это сон, который возвращается снова и снова с похожим сюжетом. Ученые говорят, такой сон означает, что твой мозг еще не решил определенную проблему. Это может быть нерешенный конфликт, нереализованный страх или незакрытая травма. Мозг как будто ставит этот файл на паузу и продолжает возвращаться к нему. Самые частые повторяющиеся сны – экзамен, за который не готов, и погоня. Опаздываю на поезд или не могу найти нужную аудиторию – это тоже классика. Такие сны часто связаны с тревогой о производительности и страхом провала. Если ты видишь один и тот же сон годами, это сигнал, что нужно разобраться с источником стресса. Психотерапия часто помогает прекратить повторяющиеся сны не таблетками, а разговором. Когда ты находишь и прорабатываешь причину, сон прекращается сам по себе. Некоторые люди видят повторяющиеся сны только в периоды стресса, а потом они уходят. Другие – всю жизнь, потому что причина так и не была решена. Замечательный знак, если сон начинает меняться. Это значит, ты растешь. В детстве снилось, что за тобой гонится, а теперь ты сам оборачиваешься и смотришь страху в глаза. Это символ взросления и обретения внутренней силы. Дневник снов помогает отслеживать эволюцию повторяющихся сновидений. Записывай дату, сюжет и свое настроение после. Паттерны проявятся сами. Иногда достаточно просто признать проблему, которую сон символизирует. Скажи себе вслух: «Я знаю, о чем ты. Я услышал». И сон может исчезнуть. Твои повторяющиеся сны – это верные друзья, которые пытаются тебе помочь. Ощущение падения во сне – одно из самых распространенных в мире. Оно связано с потерей контроля или тревогой о стабильности в жизни. Полет во сне – символ свободы, уверенности и желания вырваться за рамки. Погоня означает, что ты убегаешь от чего-то – проблемы, решения или части себя. Вода в снах символизирует эмоции. Спокойное море – гармония, шторм – внутренний конфликт. Дом во сне – это ты сам. Разные комнаты – разные части твоей личности. Лабиринт говорит о том, что ты чувствуешь себя застрявшим в ситуации. Трансформация, превращение в другое существо, означает желание измениться. Толкование снов – это не гадание, а работа с символами твоего личного языка. Цвета в снах тоже имеют значение. Красный – страсть или опасность. Синий – покой или грусть. Архетипы Юнга – универсальные образы, встречающиеся в снах у всех культур мира. Тень – темная часть личности, которую мы не хотим признавать. Анима и анимус – женское и мужское начало в каждом из нас. Но помни, одни символы универсальны, другие сугубо личные. Змея для одного – страх, для другого – мудрость и трансформация. Поэтому лучший толкователь твоих снов – ты сам. Каждый сон – это сообщение от самого умного аналитика, которого ты знаешь. Этот аналитик работает круглосуточно и никогда не устает. Это твой мозг. Начни слушать его. Заведи дневник снов, замечай образы, спрашивай себя, что это значит для меня.
Твои сны — это не помехи в ночи, а ключи к пониманию себя.